Так кальби маккуксуча, так кальби маккуксуча, кунга маккуксу ультаккальби. Курочка жареная, лапшичка гречишная, орешки кедровые. Живописный уезд Копен столичной провинции Кёнги встречает вас незамысловатыми лексемами, олицетворяющими широкую душу копенского крестьянина. Но вот знакомьтесь, курочка жареная, точнее куриные ребра. Кальби буквально означает ребра. Какое-то несоответствие, позаимствованное, по-видимому, у старших сестер, коровы и свиньи. Там кальби действительно на ребрах подается, а это продукт – гречневая лапша. Неделю тому мы попали на мастер-класс в соседнем городе Чунчоне в соседней провинции Канбондо. В Чунчоне, кстати, та же песня. Курочка жареная, лапшичка гречишная. Но она обрывается на орешках кедровых. Все же орешки – фишка именно уезда Копен. В который мы возвращаемся, чтобы прогуляться вдоль живописной долины. Изгибы, текущие вдоль долины речки, напоминают поднимающегося в небо дракона. Им изгибом, то есть, дал живописные наименования один конфуцианский ученый XIX века. Йончу-ку-гок – 9 долин с прудами дракона. Пруд дракона – такое устойчивое выражение, которое означает небольшой водоем у подножья водопада. Долина прорезает гору Йонин. До 1999 года у этой горы и вовсе не было имени. Но вот легенда, связанная с ней, с горой, была. И комитет по географическим названиям уезда Копен присвоил горе таки имя – Гора Влюбленных. Рассказываю. Говорят, если на эту гору забраться и пожелать большой и чистой любви, то любовь придет. Жил-был в лесу на этой горе парень Кильсу. Расчищал лес под поле, сеял проса, зимой торговал древесным углем. На то и жил. У богача Ким Чампана в селении под горой в работницах была красавица Соджон. Вообще-то она к низшему сословию батраков не относилась, но в голодный год заняла риса у Кима, а отдавать было нечем, поэтому и стала у него батрачкой. Кильсу несколько раз в год заходил в дом Кима со своим углем на продажу. Постепенно между молодыми людьми завязались романтические отношения. Попросил Кильсу богача Кима отдать ему Соджон в жены, но Ким поставил условие: либо 100 мешков проса, либо печь для обжига угля должен был отдать ему Кильсу за свободу Соджон. Печь свою Кильсу решил не отдавать, это все же его хлеб был насущный, а вот выдать на гора 100 мешков проса на подсечном поле, думает, можно. На счастье, рядом с вершиной будущей горы Влюбленных он как раз нашел огромный участок земли, где и обустроил поле для проса. Площадью оно было 8 маджиги, поэтому его так и зовут – Аоб Маджиги. Кильсу трудится изо всех сил, проса уже созревает. Но тут Ким, который вовсе и не хотел отдавать Кильсу его возлюбленную, состряпал на того донос. Мол, разбойник наш Кильсу. Кильсу еле ноги от стражников унес. Хотел было он сбежать с Соджон куда подальше, да Соджон, услышав слух о том, что возлюбленного схватили, уже рассталась со всеми надеждами на счастливую совместную жизнь. И с жизнью тоже рассталась. Так ее мертвый и обнаружил Кильсу. Кильсу поджег свою надежду, проса на поле, да и пошел прямо в огонь, с трупом Соджон на руках. На следующий день крестьяне обнаружили только 2 пары обуви, да куст азалии и цветок кандыка, которые волшебным образом, конечно же, уцелели.